Всем здорово, чуваки! В одном из прошлых видеороликов, как вы помните, мы брали различные ручки, карандаши, цветные мелки и фломастеры и опускали все это в отбеливатель. И под этим видеороликом вы написали кучу различных комментариев со своими идеями. И вот эта идея нам очень сильно понравилась. Но мы подумали, а почему бы действительно не взять и не заменить пасту внутри ручки на Кока-Колу? Вот как вы думаете, будет ли она вообще писать? И как она будет писать? Напишите предположение в комментариях. Ну а мы помимо Кока-Колы взяли еще и другие интересные жидкости. Подпишитесь на канал. Итак, ребята, вот они 4 наши красящие жидкости. Про колу мы уже сказали, но также есть еще и вот такой вот маркер, например. У него внутри, как знаете, есть стержень, в котором находится красящая жидкость. Ее-то мы и будем использовать. Также мы взяли еще вареную свеклу. Как вы знаете, она очень легко красит вообще все, то есть ее сок. И мы также его выдавим отсюда. Но и еще, наверное, самое интересное, что мне хочется узнать, это кровь. Ну, это не настоящая кровь, потому что YouTube очень плохо относится к настоящей крови. Поэтому мы взяли вот такую вот специально кровь для грима, вроде бы как называется. Вот ее-то мы и будем использовать. Вот как вы думаете, с какой из этих жидкостей ручка будет писать лучше всего? И вообще, какая из этих жидкостей может идеально заменить настоящую пасту? Прямо сейчас мы это и узнаем. Ну а красная кнопка подписаться находится под этим видеороликом. Нажмите на нее. И первое, с чего я хочу начать, это с маркера. Вот если мы заменим пасту в ручке на ту красящую жидкость, которая находится здесь, получается, мы получим какой-то шариковый маркер, что ли. Интересно, будет ли это работать и будет ли она писать? Ну, давайте это и узнаем. Но для начала давайте подготовим ручки, потому что нам нужно вытащить отсюда всю пасту и исписать все стержни для того, чтобы они были абсолютно пустыми. Также у нас есть стаканчик с растворителем для того, чтобы максимально очистить пасты, и я надену перчатки для того, чтобы руки мои были максимально чистыми. Есть. Сейчас будем выкручивать по одной пасте и выдавливать ртом. Я больше не знаю способа. Надо плоскогубцы. Сейчас плоскогубцами вытаскиваем стержень и выдавливаем пасту. Да, слушайте, чистая трубочка. Снаружи только грязная чуть-чуть. Смотрите, ребята, спустя 5 минут мы очистили пасту идеально. Ну что, все готово. У меня охренел рот, но пасты наконец-то пустые. Мы все подготовили. Осталось самое сложное — это исписать стержни, потому что в них осталось немного пасты. Ну, я думаю, минут 30-то мы на это потратим. Итак, ребята, нам нужна сюда, естественно, тетрадка для того, чтобы все это исписать. Помощник мне подает ее. И мы будем вместе все это делать, потому что один я буду делать это примерно час, наверное. А так мы разделим это все на 2. Тут есть остатки пасты, поэтому мы сначала их вот так на салфеточку обмакнем. Благодаря этому придется меньше исписывать стержень. Вот, видите, смотрите, сколько точек. Это все паста. Так, а ты сразу так взял, да, с пастой? Самое забавное, что они сначала пишут, потом в какой-то момент перестают писать, а потом опять пишут. Самый тупой, их неудобно держать, короче. Да, болят потом. Что, перевернем следующую страницу? Давай. В прошлый раз, когда мы исписывали пасты, вот эти стержни, точнее, таким образом, ну где-то минут 20 прошло. Ну, слушай, зеленая, походу, уже все. У меня тоже все. И красный, и черный. Капец, что-то в этот раз быстрее гораздо. Слушай, черная вообще не пишет. В прошлый раз реально мы минут 20 сидели, мы списывали. А сейчас что-то как-то быстро. По-моему, насчет получаса я немножко погорячился, потому что в прошлый раз мы это делали минут за 20, а сейчас это всего лишь было примерно 7 минут. Вот посмотрите, сколько мы исписали. Вот так вот, раз страничка, 2 страничка, 4, 5. Ой, что? Я, походу, немножко не умею считать. 1, 2, 3, 4. Ну и чуть-чуть еще как бы. Получается, что если у вас закончилась паста, но есть чуть-чуть пасты в стержне, это значит, что вы можете писать еще как минимум 4 страницы. Причем не просто писать, а прям разрисовывать их. Ну а так как наши пасты готовы, берем маркер и надеваем перчатки, потому что сейчас начинается самая грязная работа. При помощи плоскогубцев, нам нужен новый маркер. Этот сломался. Открываем уже новый маркер с теми же плоскогубцами.
Есть, ребята, готово. Сейчас осталось только выдавить все это в колпачок. Так, возьмем колпачок от ручки и зальем жидкость из этого стержня прямо сюда, потому что здесь этой жидкости очень мало. И если мы будем заливать все это в стакан, то там будет, не знаю, миллиметр всего лишь этой жидкости. А здесь мы можем набрать в пасту гораздо больше. Поэтому так, здесь есть дырочка в колпачке, надо ее заклеить для начала. Сейчас будем пытаться выдавливать с этого стержня жидкость. Есть. Готово. Итак, ребята, мы сейчас погружаем пасту в эту жидкость, но мы будем использовать не ту сторону пасты, где был стержень, а ту, где он более чистый, для того, чтобы было максимально все объективно. Сейчас мы погружаем сюда пасту, закрываем сверху пальцем в отверстие, для того, чтобы паста осталась внутри. Я думаю, вы понимаете, для чего это делается. Вот. Ну и, в принципе, все. Так, беру вот так вот стержень. Есть. И сейчас заткнем вот эту часть. Готово! Вот она! Вот она, ручка из маркера, ребята! Осталось почистить чуть-чуть руки, и можно приступить к эксперименту. Вот так вот сейчас сделаю, чтобы она лучше писала. Берем чистый листочек тетрадки, и чтобы это было максимально похоже на шариковый маркер, вставляем пасту обратно и закручиваем. Ну и должно, надеюсь, все получиться. Раз, два, погнали. Опачки. Вау, ребята, это работает, смотри. Это реально коричневая ручка. У нас был коричневый маркер. Реально, это ручка теперь, капец. Давайте наглядно покажу, как писал маркер. Стержня тут нет, как вы помните, мы его убрали, но краска чуть осталась, и мы сейчас увидим, как он писал. Вот, точно такой же цвет, смотрите. Абсолютно. Только здесь явно видно, что вот где ручка, а где маркер. Ну это реально круто. Ну ясно, что ручка тоньше, поэтому здесь цвет чуть светлее. Но это же работает. Я думаю, обязательно вы должны поставить лайк этому видео. Это действительно прикольно. Я на самом деле не думал, что это будет работать. Я думал, что это будет либо слишком светло так, что не будет видно этой краски. Но все-таки получается, что обыкновенную ручку можно заправить маркером. Но что насчет Кока-Колы? Ведь с маркером это работает. А раз это работает с маркером, значит с Кока-Колой она тоже должна писать. Но вот какого цвета будет ручка? Мне кажется, она будет очень светлая, либо она вообще не будет писать. Хотя, как видите, Кока-Кола очень темная, чуть ли не черная. По идее, цвет какой-то должен быть. Не знаю, сейчас проверим. Открываем Кока-Колу. Я думаю, сейчас будет гораздо проще набирать в пасту, потому что нам не нужны ни перчатки. Ну ничего, здесь не страшно ничего, нам нужно только набрать хотя бы чуть-чуть. Судя по капельке, знаете, эта ручка будет очень светлая. Но опять же, надо все проверить. Так, берем стержень и в ручку вот так вот вставляем. Готово. Кола нам не нужна. Мы купили целый литр из-за этого, понимаете? Так, вставляем в ручку. Кола у нас пускай будет красная. И где наша тетрадка? Ну и давайте затестим. Раз, два, погнали. Сейчас, может, и спишется. Нет, слушайте, ребят, походу это не работает. Мне кажется, что в Кока-Коле недостаточно красителя, чтобы ее использовать в качестве пасты. Даже когда на капельку смотришь, понимаешь, что этого не будет достаточно для того, чтобы было видно все, что напишет. Но это не работает. А знаете, где красителя очень много? Это свекла. В нашем случае она вареная, потому что она очень мягкая, и с нее очень легко добыть сок. Раскрываем свеклу. Специально для этой свеклы у нас есть стакан. Сюда-то я и буду выжимать сок. Главное, саму не зафигачиться. Руками это сделать очень сложно, поэтому у меня есть специальная тряпочка. Я сюда сейчас нарежу нашу свеклу. Вот так вот. Хорошенечко. Ставьте лайк, если любите свеклу. Я лично люблю. Теперь собираем вот такой вот кулечек. А сейчас, я думаю, должно все получиться. Раз, два, погнали. О, одна капля есть! Тряпка, по-моему, впитывает очень много сока, поэтому нифига не выжимается. Это очень... О! Вот она! Соковыжималка! Я думаю, хватит. Фу, ребята, капец, это было сложно. Но давайте сейчас возьмем еще один колпачок. Заклеиваем также дырочку у колпачка. Ну и заливаем сюда сок. Смотрите, прям бордовая жидкость. Все мимо, ну пойдет. Да, ребята, засрали стол мы, конечно, знатно. Берем, опускаем полностью.
Плоскогубцы. Есть. Все. Итак, вставляем пасту обратно. И сейчас проверяем, как же пишет ручка из свеклы. Ну, слушайте. На самом деле пишет, но очень слабенько. Я думаю, наглядно видно, что такой розоватый цвет есть. Как будто шарик цепляется за что-то, и она перестает писать. Но смотрите, ребята, если я буду в одном месте вот так вот очень долго писать, то явно прослеживается цвет свеклы. Даже бумага становится мокрая и очень легко стирается. Ребята, вы только представьте, ручку, у которой вместо пасты сок от свеклы, блин, причем которая пишет. Вы где-нибудь такое видели? Если нет, обязательно ставьте лайк. Ну и последнее, это кровь. Она хоть и не настоящая, но очень интересно узнать, как она себя поведет в роли пасты. Но для начала давайте покажу, как она вообще будет смотреться на бумаге. На самом деле ни разу не пользовался такой кровью, но нам на упаковке пишут, что это очень реалистичная кровь, короче. Вот. Поэтому давайте глянем. Что-то очень сомнительно, что это похоже на настоящую кровь. Это больше похоже на свеклу, но более красную. Но давайте все-таки проверим, как она поведет себя в роли пасты. Опускаем сюда пасту. О, отлично входит. Устанавливаем. Итак, вставляем обратно в корпус ручку. И раз уж вы уже подписались на канал, то вы красавчики, а мы будем тестировать ее. Раз, два, погнали. Ну, слушайте, пишет. Но я не сказал, что это прям такой же красный цвет, как здесь, но очень похоже. Причем она пишет лучше, чем свекла. На самом деле, смотрите, почти идеальная ручка. Но если делать какие-то длинные черточки, она перестает писать. Вот смотрите. Очень плохо. Но если делать какие-то короткие черточки, то все отлично. Знаете, если бы кровь была гуще, то ручка бы писала намного лучше, и это была бы действительно красная паста. Ну, а по итогу хочется мне сказать о том, что самое интересное это было все-таки маркер. Это реально интересный лайфхак. Если у вас закончилась ручка, то можно использовать маркер вместо пасты. Потому что когда вы пишете маркером на тетради, он просто ее очень сильно пачкает. А ручкой такого не случится. Хотя, на мой взгляд, проще купить новую ручку, чем заморачиваться с маркером. А вот на ваш взгляд, какая жидкость была самая интересная? Напишите в комментариях. И, кстати, если вы не смотрели прошлый ролик у нас с ручками, вот здесь вот, это было очень интересно, посмотрите обязательно. И всем пока!